Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Композитор Игорь Крутой отмечает день рождения. К этому дню мы решили вспомнить весь прошедший год, все события, в которых мы рассказывали об Игоре Крутом и Димаше Кудайбергене. Почему только о Димаше? Потому что этот год жизни композитора Игоря Яковлевича можно с полным правом назвать годом Димаша Кудайбергена. Маэстро отдал молодому казахскому гению Димашу все свои лучшие хиты, подключил все свои творческие и административные резервы. И все это только для того, чтобы сначала российский зритель, а потом и во всем мире быстрее узнали о таланте Димаша. Мы вспомним шаг за шагом все совместные публичные и личные мероприятия, в которых участвовали два музыкальных гения – Димаш Кудайберген и Игорь Крутой. Итак, начнем. Недавно мы уже рассказывали, как познакомились Димаш и Игорь Яковлевич. Теперь продолжим с творческих планов о взаимном сотрудничестве. Заметьте, все, что обещал и планировал Игорь Крутой еще в далеком 2019 году, это хиты для Димаша, концерты для Димаша, все сбылось. Только вот о чем тактично умолчал маэстро в своих обещаниях, о том, что Димаш получит все главные национальные премии. Но на тот момент это был еще секрет. Звездный секрет. Это и понятно. Вот почему вы здесь и смотрите канал именно о звездных секретах. Друзья, сами понимаете, что видео, которое вы будете смотреть, это наша с вами история любви к творчеству великих музыкантов. И повествование в них будет вестись с точки зрения того времени. Это видео создавалось из фанкамов наших же друзей прямо во время концертов. За кадром вы услышите комментарии от Авдотьи Федоровой и Петра Грига. Итак, начнем. Игорь Крутой и Димаш Кудайберген представят новые песни. По словам композитора, работа продолжится при обоюдном интересе. Народный артист России, композитор Игорь Крутой, рассказал, что напишет для казахстанского певца Димаша Кудайбергена новые песни, которые могут войти в полноценный альбом. В моем юбилейном вечере в Барклайс-центре в Нью-Йорке 26 октября у нас будет серьезный блок с 7 успешными песнями, которые уже появились, а их 5-6. И многие еще находятся в работе. На сегодняшний день в моем творчестве Димаш в приоритете, сказал Крутой, утвердительно ответив на вопрос, хватит ли заготовленных релизов на полноценный совместный альбом. При этом, по словам композитора, работа продолжится на обоюдном интересе. У нас огромные планы, но мы в равной степени должны быть довольны друг другом. Это не то, что я помог Димашу Кудайбергену. Он в равной степени помог мне. И я объясню чем. Доставка контента до слушателей феноменальная. Выходит песня, и на утро у нее 2 миллиона просмотров. 10 миллионов просмотров. Я такого еще не видел, признался музыкант. Казахстанский певец также выступает на организованном крутым фестивале «Новая волна» в Сочи в конце августа, а также примет участие в его юбилейных концертах в Нью-Йорке, в Москве, Минске и Дюссельдорфе будущей осенью. В Москве 3 ноября на ВТБ-арене он споет дуэтом с франкоязычной артисткой Ларой Фабиан. Композитор Игорь Крутой с размахом отметил свое 65-летие в Турции. Игорь Крутой пригласил своих близких, друзей и коллег провести последние дни июля на берегу Эгейского моря в Бодруме, отметив таким образом свое 65-летие. Одной вечеринкой композитор решил не ограничиваться и растянул удовольствие на несколько дней. В воскресенье было организовано пре-пати с белоснежным дресс-кодом, на котором отметились и Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Жасмин, Екатерина Варнава, Марина и Валентин Юдашкин и другие звезды. А уже на следующий день
в нарядах один ярче другого, компания собралась на основном торжестве. Тематика праздника была закручена вокруг Востока, и идиллические пейзажи Турции были далеко не единственным элементом антуража. Декорации создавались несколько дней, в ход пошли затейливые яркие туфы, ковры и напольные лампы, троны и расписные чаны. На побережье соорудили масштабную сцену, украшенную светящейся вывеской «Крутой». Ребят, мы знакомы 45 лет, вы можете себе представить? Обнимаю, Игоречек, успехов, да? Крепкого здоровья. Поднялись на нее, чтобы поздравить композитора, кажется, все гости. От Филиппа Киркорова и Николая Баскова с веселой Ибицей до серьезного Димаша Кудайбергена с Олимпико. Спел для своих гостей и сам именинник. Музыка разносилась над всем полуостровом. Продолжился вечер восточно-инструментальной музыкой и записью пения Анны Нетребко, которая присутствовать на празднике из-за концерта, к сожалению, не смогла. Заключительными элементами торжества стал вынос торта в виде турецкого натюрморта из подушек и грандиозный фейерверк. Композитор Игорь Крутой в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал об удачной работе с талантливым певцом Димашем Кудайбергеном, а также о том, по какой причине молодые артисты не попадают в федеральный эфир. Итак, вот часть этого интервью. Вопрос. В последнее время вы много пишете для казахстанского артиста Димаша Кудайбергена. Это попытка омолодить свою аудиторию? Сложно вычислить возраст аудитории, которая следит за творчеством Димаша. Это люди от 5 до 70 лет. У него очень широкий диапазон вокала. Идут даже споры. 5 или 7 октав. Материал, написанный для него, получает моментальную реакцию. Он публикует песню, и уже через несколько минут она набирает миллионы просмотров по всему миру. В России, Казахстане, Аргентине, Китае, Сингапуре. Это какой-то психоз, который мне очень импонирует. Такой моментальной реакции на свои песни я не припомню. Все это на фоне его воспитанности и уважительности. Он первый раз подошел ко мне и признался, что знает всю мою музыку, следит за новой волной и всегда мечтал на нее попасть. Я очень дорожу нашим сотрудничеством. Вопрос. Для вас было удивительным, что 25-летний парень знает ваши песни? Конечно. У вас была мысль, что этим тандемом вы можете омолодить свою аудиторию? Все-таки она стареет, как и аудитория нашей газеты. Ответ. Ты сейчас сказал это, чтобы мне не так обидно было, смеется.
Те мои песни, которые поет Димаш, могут спеть как возрастные певцы, так и молодые. Публика, которая обожает Димаша, доверяет его вкусу. Не он идет за ней, а она за ним. Скажите, на сегодняшний день сколько изменится этот Сейчас полное закулисье видите, потому что мы сейчас отсюда прямо выйдем в зал. На сцену выйдем в зал. Международный фестиваль «Новая волна-2019» стартовал в Сочи с грандиозного гала-концерта. В этом году открыл его Димаш Кудайберген под аккомпанемент Игоря Крутого и в сопровождении молодежного хора города Сочи. Исполнялась знаменитая композиция «Олимпико». Димаш и все артисты были в белых одеждах. Маэстро Крутой успевал и аккомпанировать за роялем, и одновременно дирижировал одной рукой хором. Все прошло просто идеально, зрители были в восторге. Певца завалили опять букетами цветов, подарками и шарами. Было заметно, как Димаш, хоть и опытный певец, но растрогался от такого внимания публики. Улыбка не сходила с его лица. Среди даривших цветы оказалась и маленькая девочка. Как мы знаем, Димаш еще не женат и всех детей любит как своих. Он успел со сцены поблагодарить эту девочку и поцеловал ее в щеку. Думаю, в этот момент на месте этой девочки хотели бы оказаться многие дамы. Потом Димаш вернулся и исполнил всем знакомую и полюбившуюся песню «Мадемуазель Хайд». Организаторы учли прошлогодний опыт, когда ведущий Родригес несколько плоско пошутил в адрес Димаша и его поклонников. И пригласили в этот раз Малахова с Лерой Кудрявцевой. Но и Малахов отличился тоже в своем стиле, наверное, позабыв, что он находится не на втором канале. И несколько ошалев от увиденного и такого внимания публики к певцу, сразу после выступления Димаша в присутствии детского хора и детей, зрителей рядом, заявил: Димаш Кудайберген, вот все цветы, новый секс-символ эстрады России, Китая и мира. Девочки, держите себя в руках, он вернется. В общем, у шоу-бизнеса свои моральные законы, если они, конечно, вообще есть. Хотелось бы отметить, что все конкурсанты и участники приехали вовремя и успели и отдохнуть, и приготовиться к выступлению. Слишком много наворотов, в которых даже я не разбираюсь. Вы на генеральной репетиции завтра открытие новой волны. 19. Завтра открытие новой волны. Уважили старика. Вам спасибо, вам спасибо. Спасибо, что Филимон все бросил. Ну, естественно, уже сколько лет подряд. Димаш же сразу с колес и на бал, точнее с крыльев. Только буквально за несколько часов до выступления он вообще увидел сцену и свой хор. Ему только один раз удалось хоть понять, где петь и как будет срежиссирован его номер. На репетиции отчетливо слышны пожелания, что и кому делать в этой ситуации. Несмотря на такой критически поздний приезд исполнителя, Игорь и Димаш встретились и обнялись как старые друзья. Да, добрался. Долетел, наконец-то. Они понимают оба, надо, значит, надо было задержаться Димашу в
в Сатпаеве и поздравить шахтеров с их праздником. В общем, обо всех позаботился наш солнечный парень, кроме себя. Когда он успел отдохнуть, даже не представляю. Ведь он летел с 2 пересадками, потом ждать надо было в Шереметьево, да еще и смотреть, чтобы его музыкантам всего хватало. Но, как выяснилось, с ним работают настоящие профессионалы, которые, как и он, с честью выдержали подряд 2 ночных выступления. Хочется отметить, что Олимпика без сомнения достоин стать гимном олимпийского движения. Как Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабальи открывали большие спортивные мероприятия композиции «Барселона», так и Димашу уже успел спеть в Беларуси Олимпика на открытии 2-х Европейских игр в Беларуси. И вот на новой волне, может быть и в Татарстане на WorldSkills повторится эта композиция. Земляки могут гордиться своим певцом, он снова на высоте. Его выступления смотрит весь мир. В инстаграме уже Добрые Дирс опубликовали много фотографий с этого мероприятия. И от России, и от Казахстана, и от Китая, и даже от Филиппин. В общем, весь земной шар. Как вы знаете, фанатское движение у Димаша 2-е по численности в мире. Скоро с такими темпами он станет 1-м. Мне дайте 2. Скажите, на сегодняшний день Сейчас полное закулисье видите, потому что мы сейчас отсюда прямо выйдем в зал. На сцену, выйдем в зал. Вот сейчас это последние штрихи, обговаривают детали концертного номера с Игорем Крутым. Режиссер-постановщик Александр Древзин тоже говорит свои последние правки, как и где лучше встать, куда будет выходить подтанцовка. Ну и сам Димаш. Димаш, здравствуйте снова. Здравствуйте. Здравствуйте, снова. Ну расскажите, как работается вообще в такую невыносимую жару? Это как-то сказывается на голосе? Чуть-чуть отойдем в сторонку. Да. Не знаю, лично с настроением все в порядке. И мне кажется, если у тебя хорошее настроение, то и с голосом все тоже будет нормально. Но для вас какая температура более комфортная? Например, жара или холод? Или что-то такое среднее? Ну, в принципе, я стараюсь об этом не думать, потому что, как вы сами уже знаете, в жару и в холод петь сложно, но будет все зависеть от поддержки зрителей, так что мы будем стараться ради вас. А зрители вас, безусловно, поддерживают. И зрители Одноклассников тоже постоянно пишут нам комментарии и ждут ваших выступлений. Но Спасибо. они интересуются, почему мы не показываем ваши репетиции. Вы случайно не знаете, почему мы только с вами интервью записываем, а репетиции не можем показывать? Ну, потому что я везде, в какой-либо я стране не находился, я всегда не то чтобы запрещаю, а просто прошу, чтобы не показывали мои репетиции. Я считаю, что зритель достоин смотреть уже готовый продукт. И мы ради этого стараемся тут. И хотим сразу же представить внимание зрителей отточенной на 100% вещи. То есть только из этих соображений, да, не то, что вас отвлекают, камеры нет, не отвлекают, а только именно ради зрителя. Камеры уже не насколько меня отвлекает, я уже к ним привык, к сожалению. Шучу. Уважаем ваше решение, так что, одноклассники, поймите, просто нас завалили комментариями гневными. Да, поймите, пожалуйста. Да, поймите, пожалуйста. Это лично моя просьба. Вот. Я не люблю, когда снимают мои репетиции. Просто вот. Такой я человек. А мнение артиста нужно уважать. Спасибо. Так что все увидите, шикарнейший номер в прямом эфире сегодня вечером на Новой волне.
Да, добрался. Долетел, наконец-то. Слишком там много наворотов, в которых даже я не разбираюсь. Вы на генеральной репетиции, завтра открытие новой волны. 19. Завтра открытие новой волны 2019, у нас генеральная репетиция, я засветила свой наряд. Он у нас был. Я тоже засветился. Игорь Крутой в очередной раз заинтриговал своих подписчиков. Выложил в Инстаграм видеозаписи божественной мелодии, исполняемой им на фортепиано. Подпись гласила: «В студию делаю демо, не скажу для какого певца, но вы его очень любите. Кто бы это мог быть?» Фанаты Димаша Кудайбергена тут же предположили, что это будет очередной шедевр для их любимца. Держат кулаки за него и заранее предвкушают радость от встречи с очередной прекрасной песней. Впрочем, не будем забегать вперед, все узнаем в свое время. Поработаем? Да. Поехали. А Игорь Крутой, ай да умница, умеет завладеть интересом зрителей. Его с полным основанием можно назвать королем интриги.
Ведь аналогичный фокус он уже проделал с песней «Знай». Сначала сделал анонс новой песни. Затем, перед выступлением Димаша на «Новой волне» с песней «Знай», совершенно случайно режиссер клипа Алан Бадоев рассказал о работе над клипом. Мне кажется, что для Михаила Гуцериева, как и для меня, Димаш – это особенный артист. Потом мы увидели тизер самого клипа, премьера которого была запланирована аж на сентябрь. К слову сказать, сентябрь уже подходит к концу, а мы все ждем и ждем. Но вернемся к новой песне. Для кого ее пишет композитор? Давайте рассуждать логически. Сразу отметаем Аллу Пугачеву и Светлану Лободу. Просто потому, что они женщины, а Крутой написал «Не скажу, для какого певца». А может быть, Игорь Крутой выберет Егора Крида, Филиппа Киркорова или Ержана Максима, который, к слову сказать, учится в его академии. Все может быть, но мы все же будем надеяться, что новую музыку Игорь Крутой пишет для нашего народного артиста мира. Ведь кто, как не он, достоин этого? К тому же союз этих двух гениальных музыкантов, Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого, всегда рождает восхитительные творения, приводящие в восторг слушателей всего мира. Игорь Яковлевич Крутой на своей страничке в Инстаграм написал: «Доброе утро, страна! Всем классного, сытого, веселого и солнечного воскресенья, в котором все беды и несчастья обойдут вас. А я полетел в Нью-Йорк. У меня 26 октября там очень ответственный концерт в Barclays Center на 16 500 человек. Надеюсь, что все пройдет успешно. Следите за репортажами в моем инстаграме». Друзья, это кажется невероятным, но сразу же по прилету в Нью-Йорк Игорь Яковлевич попал на карнавал. Ну просто человек-праздник, сам излучает оптимизм и притягивает его к себе. Видео он сразу же выложил в инстаграм и написал: «Вот я и в Нью-Йорке, и сразу с корабля на бал. Желаю вам хорошего настроения на всю неделю, как будто вы побывали со мной на этом карнавале». В Нью-Йорке попал сразу на карнавал. Друзья, напомним, что в концерте Игоря Крутого в Нью-Йорке примет участие и наш любимый Димаш Кудайберген. Кроме того, в Barclays Center выступят Крис Браун, Лил Уэйн, Ариана Гранде, трио The Chainsmokers и многие-многие другие. Друзья, напомним, что в одном из интервью ТАСС народный артист России и композитор Игорь Крутой сообщил: «В моем юбилейном вечере в Barclays Center в Нью-Йорке 26 октября у Димаша будет серьезный блок с теми успешными песнями, которые уже появились, а их 5-6, и многие еще находятся в работе». Утвердительно ответив на вопрос, хватит ли заготовленных релизов на полноценный совместный альбом. Совместное творчество с Димашем, моментальная доставка контента к адресату, его смотрят миллионы через сети, потому что уникальный голос, уникальные эмоции, и каждая новая премьера вызывает столько эмоций в сети, и мне интересно наблюдать. Друзья, напомним, что Димаш примет участие в юбилейных концертах Игоря Крутого не только в Нью-Йорке, но и в Москве, Минске и Дюссельдорфе этой осенью. А 3 ноября в Москве на ВТБ-арене он споет дуэтом с великолепной Ларой Фабиан. Ждем не дождемся этих знаменательных выступлений. Наконец-таки мы увидели Димаша Кудайбергена 31 августа на центральном телевидении в рейтинговом ток-шоу «Привет, Андрей». Передача была посвящена дню рождения Игоря Крутого, его творчеству, дорогой маме, друзьям и коллегам по совместному творчеству. Большинство поклонников Димаша еще толком не отошло от культурного шока после его выступлений на «Новой волне» 2019 в Сочи,
Казалось, что столько счастья не может быть много. И вот, вчера я предположил, что приехавший в Москву Димаш может сниматься в передаче с маэстро Игорем Крутым. А так оно и оказалось. Позднее композитор в инстаграме подтвердил участие Димаша. Новость мгновенно разлетелась по внимательным Дирс и подписчикам канала. Большинство стали искать свой забытый телевизор в комнатах и ждать волшебного часа X в 18:00, когда обещали прямой эфир. И вот, оказалось, что в 3 дня по московскому времени уже где-то показывают этот выпуск и Димаша в ней. Не очень понятно, а как же обещанный прямой эфир? Надеюсь, специалисты расскажут нам подробности в комментариях. Вот, просмотрев всю передачу и налюбовавшись в коротких эпизодах на Димаша в кожаном одеянии, мы так и не дождались самого главного – его выступления и слов юбиляра о совместном творчестве. В общем, получилось так, что авторы передачи заманили нас на просмотр и не показали певца толком. Было обещано продолжение в следующую субботу, 7 сентября. Что остается нам делать? Ну, конечно же, только ждать. Но все равно спасибо. Малахов, что бы о нем ни говорили, смог собрать известные медийные лица, как Киркорова, Баскова, Билана, так и не балующего выступлениями Юрия Антонова. Удалось пригласить даже Алферову и Серова и в 100-й раз узнать милые подробности их нашумевшего когда-то клипа. В общем, общий тон передачи, несмотря на присутствие самопровозглашенного короля эстрады Киркорова и якобы золотого голоса России Баскова, был приятен. По-домашнему, трогательные воспоминания, старые фотографии, повествование мамы и композитора, песни-хиты прошлых лет. В общем, все очень мило. Но чувствовалось, что Димашу несколько неуютно в этой компании. Он выглядел новичком. А ведь это совсем не так. Он не новичок, у него за плечами огромный опыт выступления в иностранных шоу Китая и Америки. А ведь там надо было достойно выглядеть и разговаривать, не зная досконально и языка, и традиций, и занимать призовые места. Много было в комментариях мнений о том, надо ли вообще Димашу это ток-шоу. Якобы сама передача и ее ведущие дискредитировали себя неприличными темами. Что поделать, такая работа у Димаша, он певец, и ему надо участвовать в подобных передачах и мероприятиях типа «Новой волны» в Сочи. Думаю, ничего плохого с Димашем не произошло, ведь рядом его отец на съемках и хороший творческий партнер Игорь Яковлевич, от которого пока мы видим только хорошее и совместное выступление в Кремле, и в Бодруме, и в Казани, и в Сочи, и ждем не дождемся в Санкт-Петербурге, Германии и Америке. Друзья, всем счастья и здоровья! Берегите себя и своих близких. С вами была Авдотья Федорова и Петр Грик на канале «Звездные секреты».